Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Тема сегодняшнего видео – почему порядок в доме не держится. Как всегда, мы эту тему рассмотрим сквозь призму колеса жизненного баланса Long Swim. И я сейчас в этом видео вначале напомню о миссии колеса жизненного баланса Long Swim. Миссия колеса жизненного баланса Long Swim – это стремление к профессиональному и личному долголетию. И давайте сейчас подойдем к вопросу порядка. Зачем нам нужен порядок в доме? И как этот порядок связан с состояниями. Если вы изучали колесо жизненного баланса или впервые о нем слышите, у нас существует три состояния. 0,4 – это нестабильное состояние, 8,10 – это очень стабильное состояние, и 4,8 – это стабильное состояние, при котором мы работаем, стремимся к целям, но в состоянии 8-10 мы стремимся к целям на максимальном вдохновении, заряжаем окружающих энергией и не стесняемся говорить о своей истории успеха. Итак, для того, чтобы навести порядок в доме, нужно проработать всего лишь одну сферу. Эта сфера называется яркость жизни. Сфера яркой жизни у нас отвечает за восприятие счастья. И если кто-то хочет найти ответ, где у нас находится счастье в колесе жизненного баланса, пожалуйста, прорабатывайте сферу яркость жизни. И я сейчас расскажу, зачем это нужно сделать. Итак, когда мы прорабатываем сферу яркость жизни, мы ищем источники восполнения нашей энергии. Первый источник вдохновения – это наш отдых. Отдых в любом месте. Если вы начинаете практиковать колесо жизненного баланса, вы начинаете за собой замечать, что вам не нужно перемещаться в пространстве на значительное расстояние для того, чтобы отдохнуть. Сам процесс отдыха может со временем начать запускаться в любом месте, и вам уже без разницы, где вы набираетесь сил. Этот навык не приходит сразу, нужно набраться терпения и чаще его практиковать, но когда вы это состояние почувствуете, вы начнете становиться источником радости для других людей. Это первый признак состояния 8-10, то есть вы заходите в помещение, от вас идет такая энергетика благополучия, спокойствия и больших, огромных возможностей. Люди к вам тянутся, пытаются с вами взаимодействовать, но вы должны понимать, что вы этому способу нахождения в состоянии можете научить других людей. Поэтому колесо жизненного баланса построено по принципу научились сами это делать, рекомендуйте это всем своим друзьям и знакомым, и кому-то из ваших знакомых придется порадоваться и находиться в состоянии 8-10. Итак, почему у нас порядок в доме не удерживается? Давайте разбираться с этим поподробнее. И я сейчас расскажу это сквозь призму состояния. Если вы находитесь в состоянии 0,4, вы тщательно навели порядок в доме, но проходит некоторое время, достаточно короткое, 1-2 часа, и порядка в доме не было, хотя вы на уборку в доме потратили значительное время, 4-8 часов. Поэтому, если вы чувствуете, что порядок вы навели, но он вас не устраивает или каким-то образом саморазрушается, это верный признак того, что вы находитесь в состоянии 0,4, и вам нужно в первую очередь заняться своим состоянием, и потом уже, перейдя в более высокое состояние, 4,8, например, вы уже можете сделать уборку в доме, и эта уборка будет вас устраивать достаточно длительный промежуток времени. Итак, в состоянии 4-8 вы поддерживаете идеальный порядок на определенном месте. Это зона вашей работы, зона вашего отдыха. Допустим, это письменный стол, это рабочий кабинет, это зона кухни или зона, где вы отдыхаете. У вас может быть частный дом, квартира, но вы должны понимать, что в состоянии 4-8 идет рациональный выбор порядка в избранном месте. Это избранное место гарантирует вам максимальную производительность, комфорт, уют, создает первые поводы для вдохновения, и это очень важный показатель того, что не нужно тратить колоссальное количество энергии для того, чтобы наводить порядок глобально. В состоянии 8-10 происходит следующее. Некоторые этот факт немножко приведет в замешательство, но тем не менее я его озвучу. В состоянии 8-10 в хаосе и порядке мы все равно находим свое вдохновение. То есть состояние 8-10 – это вдохновение. А как я вам уже говорил, состояние 8-10 вдохновение может возникать в любом месте. Источником вдохновения являются люди, которые стремятся к амбициозным целям. Эти цели, как правило, благородные. Вы эту энергетику этих людей всегда чувствуете, но каким-то образом повторить ее не можете. Поэтому для того, чтобы навести порядок в доме, в своем личном пространстве, можно использовать свои состояния.
Многие, кто из вас смотрит это видео, могут в своих комментариях отметить, какой вариант уборки в доме или расхламления в доме вы используете. Пожалуйста, приводите свои примеры, расскажите о своей истории успеха. Я вам сейчас рассказал о том способе, который сейчас в данный момент, временный момент записи не часто встретишь на просторах интернета, в YouTube или в книгах. Это способ наведения порядка в доме с использованием своих состояний. Еще раз вам напомню, что в доме мы находимся достаточно продолжительное время. В доме мы находимся со своим любимым человеком, любимой женщиной, любимым мужчиной. И порядок в доме, он соответствует двум устоявшимся взглядам на жизнь. Взгляду вашего любимого человека, партнера, мужа, жены. И это означает, что вы должны дома находиться примерно в одинаковых состояниях. То есть это состояние 4-8. Вы готовы дополнять друг друга. Это могут быть кратковременное состояние 0,4, когда вам нужно находиться на максимальном взаимодействии. Но состояние 0,4 не предполагает каких-то активных действий. Еще одна сфера помогает нам навести порядок в доме. Я уже затронул в этом видео одну сферу, но вторая сфера, она граничит со сферой яркой жизни, и она называется сфера духовный рост и творчества. Итак, что мы в сфере духовный рост и творчества можем предпринять? Итак, в сфере духовный рост и творчества мы предпринимаем определенные попытки заложить какие-то идеи в пространстве. То есть это в дизайне называется зонирование. То есть мы закладываем в помещении какую-то идею. Это помещение для творческого пространства, это идея или пространство, которое в себе содержит идею уютной домашней кухни. Это у нас зона отдыха, релакса. Это мы все можем еще на этапе планирования пространства эту идею заложить. У кого нет такой возможности, кто живет на съемном жилье, арендованном жилье или находится в гостях, в гостиницах, командировках, пожалуйста, попали в помещение, потратьте немножко сил, придайте рабочему месту в помещении какой-то определенный смысл, и вам проще уже в этом месте, в пространстве добиться максимальной производительности. И в сфере духовного роста и творчества у нас присутствуют наши жизненные принципы. Эти жизненные принципы позволяют нам придавать смысл обыденным вещам, а придав смысл обыденным вещам, мы достигаем более высокой производительности. В колесе жизненного баланса Long Swim теме производительности уделено много внимания. Мы по типу своей производительности, нашей ожидаемой производительности, ищем своих единомышленников. Мы не очень сильно контактируем с теми людьми, которые не работают в том темпе, как мы. Мы не очень понимаем людей, которые не мыслят так масштабно и творчески, как мы. Если у нас схожие интересы, нам проще найти общий контакт. Подводим итоги сегодняшнего видео. Надеюсь, оно было интересным и полезным. Кто так считает, пожалуйста, пересылайте это видео всем своим знакомым и друзьям по электронной почте. Нажимайте кнопку «Поделиться», пересылайте это видео своим друзьям и знакомым. Наше видео переведено на 185 языков мира. Вы в любом случае найдете контакт со своими друзьями, которые живут в других странах. Это новый повод поставить амбициозные цели, найти лучшее взаимопонимание и вспомнить о тех мечтах, которые вы еще не претворили в жизнь. Тема сегодняшнего видео «Почему порядок в доме не держится?». Краткие итоги сегодняшнего видео заключаются в том, что наш порядок в доме и наше отношение к хаосу тесно связано с состояниями. Если вы находитесь в состоянии 4-8, вам проще быть на пике своей производительности. Если вы находитесь в состоянии 8-10, вам не важно, какой порядок находится в помещении, вы всегда в порядок внесете вдохновение и можете этот порядок сделать на долгое время. Если вам больше нравится работать со своими жизненными принципами, пожалуйста, прорабатывайте свою сферу духовный рост и творчества, придайте смысл помещению, придайте смысл рабочему месту, которое находится, расставьте предметы, которыми вы работаете, допустим, на рабочем столе в том порядке, который для вас является приемлемым, уютным, который способствует вашей работоспособности. И, пожалуйста, расскажите о своих историях успеха, как вам это удалось, какие приемы вы используете
ваших комментариях. Мы их обязательно читаем, они нас вдохновляют на создание наших видео, и за это вам огромное спасибо. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится, я в вас верю.